Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю домашний капустняк по семейному рецепту. Сытный ароматный суп с квашеной капустой, пшеном и мясом. Насыщенный бульон, легкая кислинка капусты и нежное пшено создают тот самый вкус из детства. Этот суп настоящая классика, которую у нас в семье готовили из поколения в поколение. Он идеален для уютного обеда или ужина всей семьей. Для рецепта мне понадобится и в первую очередь буду варить бульон. Варить бульон буду на ребрышках, причем у меня ребрышки вот такие с хрящиками, очень вкусные. Мясо я сначала обжарю. Можно, конечно, варить сразу бульон, но мне больше нравится, когда мясо обжаренное. Тогда получается намного вкуснее, на мой взгляд. Я сразу использую такую кастрюлю, в которой можно и жарить. Наливаю небольшое количество растительного масла и отправляю сюда уже хорошо промытые ребрышки. Кстати, вот эти ребра я даже какое-то время, примерно около часа, держала просто в холодной воде. И обжариваю мясо до такой красивой румяной корочки на большом огне. Когда мясо обжарилось, заливаю все горячей водой. Довожу до кипения. Если появляется пена, ее, конечно, снимаем. А сейчас огонь я делаю тише и варю мясо фактически до полной его готовности. Это примерно минут 30-40. Кусочек сала, примерно граммов 80, порежу мелкими кусочками. Можно использовать как свежее, так и соленое сало. Квашеную капусту я немного порежу. Кстати, как квасить капусту дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Какая она получается сочная, хрустящая. Средними кусочками порежу 2 зубчика чеснока. Чеснок я буду обжаривать вместе с луком и морковью. Лук также режу средними кусочками. Одну среднюю морковь натираю на крупной терке. Мясо уже фактически готово. И теперь самое время добавить картофель. У меня вот такой средний картофель, разрезаю его пополам. Этот чуть побольше можно разрезать на 3 части. Конечно, картофеля добавляйте столько, сколько хотите. Закрываю крышкой и варю до готовности картофеля. И пока варится картофель, буду готовить зажарку. Включаю разогреваться сковородку и отправляю сало. Надо его вытопить, чтобы получились шкварки. Причем, обратите внимание, я выкладывала сало на холодную сковородку. И постепенно сковородка нагревается, и сало также. И так оно быстрее вытапливается. Сюда масло я уже не добавляю. Итак, суп получается очень наваристый. И здесь еще один такой нюанс. Очень часто готовят отдельно зажарку с салом и с квашеной капустой. Я делаю все сразу. Мне кажется, так быстрее и совершенно не надо заморачиваться, обжаривать несколько раз. Посмотрите, как быстренько начинает топиться сало. Огонь можно сделать тише. Вот такие шкварки уже получились. И теперь в сковородку я сразу добавляю чеснок. Слегка его обжариваю, чтобы появился аромат. Добавляю лук. Обжариваю его до легкого золотистого цвета. Добавляю морковь, обжариваю, чтобы она стала мягче. Буквально пару минут. Я лично просто обожаю шкварки. Какие они вкусные. А вы любите шкварки? Пишите об этом в комментариях. Морковь стала мягче. И теперь я вот так вот раздвигаю морковь и лук
И в середину сковородки добавляю томатную пасту. Ее надо обжарить, тогда она будет намного вкуснее. В сковородку масла я больше не добавляю. Как видите, у меня она фактически сухая. Когда обжарилась паста, смешиваю ее с морковью и луком. И теперь добавляю квашеную капусту. И все вместе обжариваю примерно минуты 2-3. Абсолютно не вижу смысла в том, чтобы отдельно обжаривать капусту, а отдельно делать зажарку с пастой. Мне кажется, и так прекрасно все обжаривается вместе. И к тому же капусту я не люблю слишком рано добавлять в суп, чтобы она не переварилась. Итак, у меня зажарка полностью готова. Снимаю ее с плиты. Когда картофель отварился, достаю его в тарелку. Его очень удобно доставать, когда он порезан крупно. Сразу же сюда я добавляю пшено, оно уже у меня промыто. Картофель слегка разминаю толкушкой. Здесь ключевое слово «слегка». Мне не надо, чтобы получилось пюре. То есть немного совсем его раздавили. Получился такой толченый картофель. Как видите, получаются здесь и мелкие кусочки, и такие довольно крупные. Отправляю картофель обратно в кастрюлю. Конечно, у супа сразу появляется такая густота. И теперь добавляю зажарку с квашеной капустой и доливаю воду. Суп получается густой, очень вкусный. Сейчас все варим до готовности пшена. Суп я солю. Добавляю черный перец. Конечно, соль и черный перец добавляем по вкусу. Добавляю чайную ложку сахара для баланса вкуса. И у нас здесь, конечно, есть томатная паста и квашеная капуста. Поэтому сахар добавить надо обязательно. Добавляю чайную ложку сушеного чеснока. Перемешиваю. Обязательно все пробуем на вкус. Какой густой наваристый суп получился. Просто вообще объедение. Конечно, густоту супа вы определяйте сами. Если хотите, варите его не таким густым. Но я привыкла, что мы именно делаем такой суп. Он очень вкусный. И также я добавляю лавровый листик. Итак, варим суп до готовности пшена. И можно звать всех домочадцев к столу. Конечно, этот капустняк – это нечто. Какой же он вкусный. Обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту. Я уверена, вы не пожалеете. Капустняк готов. Теперь можно добавить немного зелени и подаем все к столу. Вот такой великолепный наваристый суп получился. И знаете, что мне больше всего нравится в этом супе? Что капуста здесь не переваренная. Она остается чуть-чуть хрустящей. Это так вкусно, на мой взгляд. Пишите в комментариях, а вам так нравится? Подаем капустняк со сметаной и немного зелени. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изюкук «Позитивная кухня». Всем пока!